подключено, да, мы в прямом эфире. Всем добрый вечер. Напишите, пожалуйста, кто откуда, кто из какого города. Мы сегодня поговорим о наболевшей для многих теме ковид и последствия ковида, потому что это на самом деле очень сложная тема, которая как бы для многих сейчас идет проблемой, чем лечить, чем восстанавливать и как. Потому что кто-то уже переболел, кто-то может даже еще и не подозревает о том, что болел. И даже не думает об этом, потому что кто-то сдавал анализы, кто-то не сдавал. Вообще, как у кого, какая была ситуация. Поделитесь, пожалуйста, потому что здесь важно понимать, у кого был ковид, у кого нет, у кого только подозрения. Напишите, пожалуйста, ваши комментарии, мы их читаем, мы смотрим. И здесь сейчас очень важно посмотреть, кто у нас с чем, с какими проблемами. Все подключено, Игорь. Сейчас, еще минутку. Так, я вижу сегодня Липецк, Москва, Воронеж, Ростов. Всем добрый вечер. Так, напишите, пожалуйста, у кого какая ситуация была с ковидом. У кого был подтвержденный, у кого не подтвержденный, потому что я болела в октябре, прямо с начала октября. У меня на тот момент было более 50 знакомых, которые заболели, у которых была одинаковая симптоматика, но по всем анализам из более чем 50 человек только у 7 был подтвержденный ковид. Так, мы в полном эфире, да? Даже не знаю, Юля, посмотрите, меня видно? Да, все отлично. Юль, так, смотрите, я писать не буду, тогда быстро скажу. Мы в прямом эфире уже, Наталья, мы уже Да, вещаем. Мы тогда попозже. Напишите, девочки, пожалуйста, кто-нибудь в чате. все видно, все слышно, начинайте, пожалуйста. Все. Так, мы сегодня говорим о последствиях от COVID-19, как восстановиться. Потому что проблем довольно-таки много. Чаще всего поражаются какие системы? Это сердечно-сосудистые, нервные, репродуктивные, выделительные, опорно-двигательные, эндокринные, то есть все. У нас поражается все. Чем мы можем помочь организму? Так, сейчас, секунду. Чем мы можем помочь и что нам необходимо? Посмотрите, пожалуйста, вот если у вас после перенесенного ковида, или вы еще не знаете, было это ковид или нет, но появились вот такие какие-то состояния, которых раньше не было. Есть ли у вас что-то из перечисленного? Потеря вкуса, потому что довольно-таки часто, мало того, что это была потеря вкуса и потеря обоняния во время, но это было еще и через 2-3 месяца, у некоторых до сих пор не вернулось. Выпадение волос – это актуальная тема для очень многих, причем мало того выпадения, это еще и аллопеция, это когда вместо появляются прям дырки на голове, который без волос, чистая кожа, сильный упадок сил, одышка, нарушение сна. Проблем много. Напишите, пожалуйста, какие проблемы у вас наблюдаются в данный момент. Одышка, упадок сил, народ пишет. Угу. Я только не вижу ничего. Где бы мне их посмотреть, потому что... Угу. Так, Орел, Тамбов, Москва, Латвия, Рига, Венспилс, Липецк, Воронеж. Всем добрый вечер. Так, подтвержден. У кого был ковид подтвержден, у кого не подтвержден, подскажите, пожалуйста. Потому что очень много было таких вариантов, когда сдали анализы, и он был не подтвержден. И многие до сих пор думают, что у них ковида не было.
Я вам могу сказать, что вот у нас более чем 50 человек, и только 7 подтвержденных. Симптоматика одна и та же у всех. Поэтому здесь вообще как бы вопрос немножко в том, где мы сдаем, как, но мы сейчас не об этом. Мы о том, как восстановиться после ковида. Какие у вас, посмотрите, пожалуйста, что из этого у вас появилось после ковида, то, чего раньше не было. Так, я нашла, где я буду смотреть. Из тех, кто переболел. Я ничего не вижу, Игорь. Есть где-нибудь? Добрый вечер. Добрый вечер. Вот из перечисленного какие проблемы? Потому что из тех, кто у меня спрашивал, консультировался, очень многих проблемы гинекологического характера, то есть появились полипы, кисты, постоянное першение в горле, нарушение сна, одышка очень сильно. Но некоторые моменты из этого были и у меня. На данный момент они уже гораздо легче. Температурные колебания, вы знаете, у многих более 3 месяцев субфебральная температура, то есть воспалительный процесс в организме. Как с этим бороться и что делать, мы об этом сейчас попозже поговорим. Вот пишут сердцебиение, аритмия, зрение падает, усталость, першение в горле постоянно. Вот очень часто, это около 20%, это то, что подтверждено в мире, искажение запаха и вкуса. Это прямо стоит, вот знаете, у кого-то запах сигарет постоянно сопровождается, запах какой-то химической гари. Поэтому вот эта проблема, она стоит довольно-таки часто. Вот если вы сейчас посмотрите, если у вас что-то из этого есть, появилась именно после того, как вы перенесли, даже если вы бессимптомно ковид перенесли, эта проблема, ее нужно решать. В любом случае не оставлять на потом. И давайте посмотрим, чем вы восстанавливаетесь, что у вас есть. То есть вы пропиваете таблетки, это из аптеки, то, что доктор вам прописал для восстановления. Вы используете траволечение, гомеопатию. Проставьте, пожалуйста, в комментариях вот цифры, либо одну, либо несколько, то, что вы используете. Все, что прочитали в интернет, в чатах, группах и так далее. Хаотично употребляете БАДы, то есть прочитали одно, там сегодня магний, завтра цинк и так далее. То есть нет конкретной системы. Само восстановится, то есть мы ничего не пьем, мы ждем, что оно само восстановится рано или поздно, и все будет отлично. И какой-то у вас есть свой вариант, потому что я где-то прочитала, зачем использовать маски. Мы приходим домой, наливаем водки и дышим всей семьей. Поэтому водку сейчас уже употребляют тоже по-разному. Кто-то пьет, кто-то нюхает. Поэтому, возможно, у вас есть свой вариант. Что используете вы? Поделитесь, пожалуйста. Цифры прям напишите, какие методы восстановления используете вы. Так, а кто у нас в чате? Поделитесь, пожалуйста, чем вы восстанавливаетесь, ваши цифры. Потому что у нас есть те, кто уже перенесли. Свой вариант. Свой вариант. Из серии водку нюхаем. Нет. Более Игорь, есть что-нибудь? Игорь? Игорь, есть у нас комментарии? Нет.
Никто ничем не лечится вообще, даже водку не пьет и не нюхает. Сегодня Водкой все только. здоровы, никто не... Только одной водкой. В общем, свой вариант у всех, да? Плюс 5 само восстановится. Так, ответьте, пожалуйста, есть ли у вас система для полного восстановления? То есть, если у вас контроль изменений, что происходит в вашем организме, вы постоянно для себя фиксируете все, сдаете анализы, постоянный контроль у вас есть, и ведет ли вас индивидуальный специалист по всем вашим проблемам? Может ли в любой момент бесплатно вас проконсультировать, подсказать и что необходимо сделать? Так, вот ароматерапия, фитопрепараты, вивасан, дыхательная гимнастика, йога, ходьба. Отлично, у вас прям целый комплекс. Прям отлично. Наталья. Угу. Вижу, Ольга Васильевна. Песни поют тоже отлично. Контроль без анализов. Постоянный контроль, ходьба. Угу. Ну, я уже понимаю, какой тут постоянный контроль, потому что можно сдавать анализы, можно следить за своим здоровьем несколько другим вариантом. Так, кто у нас что использует? Вы знаете, очень частые вопросы такие. Не помогают таблетки. Побочка от таблеток, что делать? Потому что побочка иногда выше, чем само лечение может быть. Не вижу улучшения, что выбрать. Антибиотики, противовирусные, чем помочь, не навредить. Итак, что может нам помочь на самом деле? Можно составить карту здоровья. Для этого есть у нас такой волшебный препарат, аппарат биопульсар немецкий. Он фиксирует все результаты, изначальные изменения в течение всего периода, и вы контролируете. То есть у вас идет контроль всего. Можно расписать индивидуально карту здоровья для восстановления организма на полгода или на год. Это составляется индивидуально. И постоянный бесплатный контроль и помощь специалиста. Общение с врачами. Поддержка 24/7. Так, сейчас есть система контроля биопульса, кровь, моча ежемесячно, КТ. Через 4 месяца. Отлично, Наталья. Да, у вас прям полный контроль. Все у вас полностью. Я сдавала тоже полные анализы, кроме КТ. Отличные вообще. Все отлично, но по состоянию, как бы, знаете, хотелось бы гораздо лучше. Но было не настолько хорошо. Давайте вот я вкратце расскажу о том, что было у меня, потому что я переболела в октябре, это была потеря обоняния на 5-й день. Мы на это обратила внимание только потом и начала сразу же использовать все из вивасан. То есть это экстракт грейпфрутовых косточек, чтобы не было воспалительного процесса, это были для иммунитета, это было для снятия интоксикации артишок и для печени. Плюс у меня были неприятные ощущения в области почек, печени. Сразу начала с первых дней, как бы я вообще думала, что проблема оттуда какая-то началась, и только на 5-й день поняла, что это ковид, хотя анализы не показали ничего, был тест отрицательный, поэтому очень многие переживают насчет того, что анализ не показывает. Если вам нужно увидеть конкретно анализ, вы можете сдать кровь, там уже будет более ясная картина. А вообще сейчас вот очень многих это может и не коснуться, но можно предотвратить. Каким образом? Это стимуляция иммунитета, это полоскание, и тот же грейпфрут, он всегда может помочь. Поэтому не забывайте о том, что можно заниматься своим здоровьем именно правильно, грамотно. Так, по биопульсару. Это волшебный наш препарат, который рассказывает о нашем здоровье все. Вы вложите ручку. Биопульсар можно будет использовать в любом городе, где вы живете. Это я вам сейчас попозже покажу, где можно будет оставить заявку, и с вами специалист свяжется и расскажет вам более подробно. Но карта здоровья – это
тот инструмент, который поможет вам восстановиться полностью. И здесь вам не нужно будет, знаете, что-то непонятно хаотично употреблять и не понимать, откуда вам и что, для чего. Здесь разработанная полностью врачами программа по восстановлению организма. И вы используете то, что необходимо в определенных дозировках. Тем более вы сейчас увидите, услышите людей, которые пережили ковид, которые вышли оттуда легко, в прекрасном состоянии сейчас, прекрасно себя чувствуют. Субфебральной температуры нет уже давным-давно, то есть она была в течение 1-2 недель максимум, и лечились только на тот момент не аптекой, а только вивасаном. Система восстановления здоровья, конечно, в себя включает полный комплекс. То есть, это вот, знаете, избавиться от вредных привычек, это прямо идеальный вариант, если возможно. Навряд ли кто-то бросит ради этого пить и курить, хотя бы будете иногда использовать это, знаете, знать, что меньше можно выпить и меньше покурить, это тоже будет для вас лучше. Кто-то уже бросил курить, это тоже определенный шаг, определенный плюс после ковида. Поэтому, знаете, это небольшой такой звоночек, возможно, который даст вам какой-то пинок для того, чтобы начать заниматься здоровым образом жизни. Физические нагрузки, они, естественно, необходимы, потому что у многих уже началась гиподинамия. Во время пандемии все сидели, все боялись куда-то, сейчас уже выходите, разминайтесь. Весна, душа живет другой жизнью, поэтому выходите, дышите воздухом. Занимайтесь дыхательными упражнениями, это очень важно. Регулировать нужно питание, воду и, конечно, очистка организма, она необходима. Нужно выводить шлаки и интоксикацию из организма. И, естественно, напитать свой организм полезной микробиотой. Это наш кишечник, наш иммунитет, микроэлементами, витаминами, минералами, чтобы организм мог вообще бороться со всеми вирусами и смог это спокойно перенести. Так, теперь как можно получить карту здоровья? Для меня лично. У многих возникает такой вопрос, что мне нужно сделать? Это необходимо вам заполнить заявку. Сейчас, секунду. Так. Если вы сейчас смотрите нас в соцсетях, ставьте лайки, не забывайте, пишите свои комментарии, вопросы, потому что у вас сейчас есть исключительный вариант проконсультироваться бесплатно, узнать все свои вопросы, которые вас беспокоят. Итак, если вы нас смотрите по ссылке вот на этом сайте, вы под видео видите вот такую анкету, где вы можете заполнить форму: фамилия, имя, отчество, номер телефона +7 900 и далее, указать, какими вы мессенджерами пользуетесь, имя, отчество и электронная почта. Здесь мы ставим галочку и нажмите «Отправить». Мы получаем вашу анкету, и с вами свяжется специалист, который сможет вам подсказать все, что необходимо для восстановления и как составить карту здоровья. Так, сейчас скажите мне, пожалуйста, Игорь, там сколько у нас на данный момент людей и что мы можем... Так, вот меня интересуют вопросы вот эти. Что у кого появилось? У кого какие есть именно симптомы после ковида, которых не было ранее? По выпадению волос очень много вопросов было. Мы сейчас к этому перейдем, потому что это подтверждено на мировых симпозиумах, которые проходили уже в этом году. Последствия ковида, которых отнесли так же, как и потеря обоняния и выпадение волос. Это основные симптомы. Какие причины? Причины выпадения волос при ковиде – это вот вообще высокая температура, выше 38 градусов. Волосы и так выпадали, если вы на это обращали внимание. Но так как идет интоксикация,
используются антибиотики, волосы выпадают не 10%, а даже до 30-40%. То есть у людей появилась аллопеция. Аллопеция – это кожа без волос на голове. Это вот 5-рублевые вот такие дырки на голове. У некоторых даже больше. Их реально можно избежать. Для этого не обязательно делать мезотерапию в голову. У нас есть шикарные препараты, которые великолепно работают. И уже у меня лично было несколько человек, у которых аллопеция ушла. Я успела, так как начиталась до того, как, что волосы можно потерять. У меня они были еще длиннее, поэтому было актуально. Я начала использовать шампунь Миглиорин и спрей со спиртом еще во время заболевания. Но первые 2 недели, естественно, там было не до этого, но потом я использовала именно спирт, спрей со спиртом и шампунь Миглиорин, то, что у меня уже было под рукой как профилактику. И вот у нас есть прекрасная дама, которая использовала тоже спрей. Вот у нас еще великолепные есть ампулы, капсулы, трикокс и капсулы для волос. Вот тоже подскажите, пожалуйста, Татьяна, что использовали вы, потому что у вас тоже, я знаю, великолепные результаты были. Да. Так. Видно экран мой? Да. Добрый вечер. Я переболела в ноябре. В отличие от Юли, я про волосы совершенно не думала и не предполагала, что волосы у меня могут выпадать. Сейчас я немножечко поговорю с вами, потом я вернусь к этому слайду. У меня 10 дней была температура 38,6. Какие там волосы? Но знаете, что было интересно? То, что люди говорили очень сильная слабость, очень сильной слабости даже при такой температуре я не чувствовала. Я это отношу к тому, что у меня составлена личная карта здоровья, весна, осень, лето, зима, определенные витамины, определенную капсулированную продукцию принимаю. В принципе, я отнесла это к этому. Но не ходила я, кота не делала, но была уверена вообще-то, что это у меня был ковид. Почему? Пропало обоняние, пропало восприятие вкуса. Чтобы в рот не взяла, вот вата, во рту вата, все, больше ничего, не чувствуешь больше ничего. Вот. Это было у меня и обоняние, и вкус, это 3 дня. Постоянно, конечно, самое главное, что в этом случае, не допустить осложнения. Ковид, он вирус. Ну, вирус и вирус. Мы знаем, как с вирусом работать, как с ним бороться, скажем так, да, в кавычках. И не допустить осложнений. Воспаление легких – это уже осложнение. Так вот, эфирное масло пихты, если дышать постоянно эфирным маслом пихты, то пихта не дает опуститься вот этому вирусу в альвеолы легких, защищает альвеолы легких от распада. Дышать пихтой. Есть композиция у нас, и я говорю про эфирные масла, это я говорю для тех, кто нас слушает впервые. Эфирные масла, которые производит швейцарский завод Эликсан Ароматик, эталонные масла, именно про них я говорю. Не аптечные, конечно же. Многие дышали композицией «Дыши», «Респира», «Дыши», так и называется. Я дышала вот такой композицией. Дыхание, купание среди лесов. Я постоянно дышала, просто постоянно. Я делала неправильно, никогда не делать так, как я делала. Вот так. Так нельзя делать. Но я так делала, я не чувствовала запаха. То ли что происходит, я не понимала, я так дышала. Даже те, кто не чувствует запах, ни в коем случае этого делать нельзя. Эфирные масла попадают на слизистую носа, и все равно они работают, даже если вы их не слышите. Очень хорошо восстанавливает обоняние базилик, смеси с базиликом, турунды в нос, промазки в нос. Эфирное масло базилика работает здесь замечательно. А эта композиция, она что?
она не дает возникнуть осложнениям. Это очень важно, это самое важное. Не возникает осложнения. Сам вирус не страшен, осложнения страшны. Далее. И слава богу, я потом вызывала врача мужу, и заодно меня слушали, ни хрипов, ничего не было. Обоняние вернулось, вкус вернулся. Про волосы вообще не думала. Не предполагала, что такое может быть. Еще раз подчеркну, проболела в ноябре. И вдруг в январе я почувствовала, что у меня выпадают волосы. Каким образом? Выходя из ванной, вижу, вода не уходит. Вот настолько сильно клоками лезли волосы, не уходит вода. Из слива вытаскивала вот так руками, вытаскивала пучки волос. Меня, конечно, сразу напугало. И что я тогда сразу, конечно, я понимаю, что делать. 11 лет опыта работы с продукцией Вивасан, которая никогда ни разу не подвела ни моих родных, близких, ни тех, кто обращался за помощью. Так вот, вернусь к слайду. Что я делала? Конечно, трикокс, о котором Юля уже говорила. Есть капсула миглиарин, но трикокс – это такой убойный продукт, который удивительно работает, и даже с аллопецией. Не буду читать составляющие всех этих продуктов, вы сами все видите на экране, только хочу обратить внимание… Демонстрацию включите. Я не включила демонстрацию? Нет. Извините, сейчас. Куда я делась? Не включила, да? Извините, сейчас я сделаю это. Вот, теперь видно? Да. Юль, видно? Не буду читать составляющие. Единственное, что хочу подчеркнуть, обратите внимание, значит, трикокс состоит из таблеток и капсулы двух видов. Пьется утром таблетка, потом капсула, вечером еще одна капсула. Их составляющие. Работаем с волосами, да, вроде бы как, но вот эти все масла, которые туда входят, сои, зародыши пшеницы, экстракт семян проса, ну и так далее, микроэлементы всевозможные, богатейший состав, так они работают не только с волосами. Вы посмотрите, и цинк, и медь, там, железо. То есть иммунная система укрепляется, сопротивляемость организма увеличивается, а работаем с волосами. Понимаете, насколько широкие действия продукта работает как паучок? Сразу на много-много проблем. Шампунь против выпадения волос, конечно, я тоже использовала. Здесь тоже микроэлементы, очень много экстрактов трав. Работает тоже великолепно. И спрей миглиарин. Я почему показываю не все, что Юля показала на своем слайде, потому что это вот я показываю то, что использовал я. Миглиарин, спрей для волос. Составляющие его тоже вы видите. Здесь очень много трав, кератин, микроэлементы очень много. И теперь сейчас я вернусь к вам. Вы его увидели, спрей этот. Что я делала? Не просто, ну, как по инструкции, подняли волосы, брызнули и там массаж головы. Да, сейчас. Нет, конечно. Я туда что добавила? Конечно. Эфирное масло лимона, апельсина. Почему? Не пили, Татьяна? А? Не пили? Как у нас сейчас начинает? Не пила. Нет, не пила. Вот не додумалась. Но для чего? Значит, эфирное масло лимон, апельсин очень хорошо работает с сосудами, а мы работаем на голове с сосудами. И очень часто бывает осложнение, это уже как бы по своим клиентам знаю, именно тоже и с сосудами. К тому же апельсин очень сильный антидепрессант, центральная нервная система тоже страдает, релаксин обязательно надо получать. Здесь, потому что в случае, когда я знаю, что возвращались, если была какая-то когда-то проблема и довольно-таки большой срок ремиссии был, панические атаки,
После того, как переболели ковидом, возвращалось это. Вот панические атаки возвращались. И вот здесь тоже аппликации на голову, релаксин, это замечательно работает. Далее, это не все. Эфирное масло ладана. Тоже как антидепрессант, работает великолепно с волосами, работает с нервной системой. И знаете как, гармония души и тела, можно так сказать, да? Защищает целостность ауры и так далее. Иланг-иланг великолепно работает с волосами, просто великолепно. Волосы становятся блестящие, сильные. И у кого склонность к повышению давления, вот в этот спрей очень хорошо добавлять иланг-иланг в небольших дозировках, абсолютно небольших дозировках. Извините, пожалуйста, отключите, пожалуйста, кто в зуме. Татьяна и еще Татьяна, микрофоны. И обязательно добавляю туда эфирное масло можжевельника. Ну, пихту можно тоже добавлять в связи с ковидом, для того, чтобы защитить легкие от поражения. Можно пихту тоже добавлять, кроме того, что дышать. Можжевельник, почему я добавляю, когда работаешь с головой вот так, это вообще-то называется аппликация на голову, вот такой массаж спреем. Можжевельник, он улучшает венозный отток, лишние жидкости с паутинного пространства мозга выводит. И если вдруг, не дай бог, у кого-то где-то какие-то кисточки в голове, это первое, что работает, это, конечно, эфирное масло можжевельника. То есть, укрепляя волосы, спрей для укрепления волос, против выпадения волос, я работал со всем организмом сразу. Вот такую процедуру я проделала. Еще важный момент такой. Ну как, я вижу, что постепенно начинает уменьшаться вот эта кучка волос в сливе. И 2 недели назад, в январе у меня началось выпадение волос, 2 недели примерно назад, представляете, как это долго все-таки шло. Я почувствовала, что у меня здесь впереди редко, все реже волосы становятся, я это вижу. Пошла 2 недели назад в парикмахерскую, и мастер говорит, ничего не понимаю. У вас по всей голове очень много коротких волос. Представляете? Она говорит, я даже боюсь филировать, я не буду делать филировку, потому что у вас там столько много маленьких волос, они просто все будут у вас стоять вот так. Вот. Так что вот за счет моих действий, я считаю, что вот это, конечно, все. Но, естественно, сейчас дальше там Юль будет рассказывать, что надо делать для снятия интоксикации. Естественно, я это все проделала. Еще один момент. Хочу... Сейчас я вам покажу еще... Так, это я... Нет, я не то, извините. Сейчас... У многих, кстати, ситуация с парикмахерами была, наоборот, плачевная. Когда они приходили, им парикмахеры говорили о том, что у них волос стало в 2, а то и в 3 раза меньше. Поэтому многие это не замечали каким-то образом. Так, сейчас, секундочку, что-то у меня не очень получилось. Сейчас. Вот. Видно, да? Ой. Вот. Да что такое? Вот. Видно, Юль, да? Иммунфет видно? Сейчас. Да. Вот он. Конечно, вот без этого продукта, почему я о нем говорю? Мы о нем на многих эфирах говорили. Я очень коротко, буквально 30 секунд. Очень много отзывов об этом продукте. Семья, мама с дочкой на 2 пропили 1 бутылку. И то они сказали, как же он здорово работает. Другая, жалко ей, что... как бы все сейчас выпью, а потом что ж я буду делать? Она половину бутылки пропила, говорит, я через месяц 2 допью, потому что я себя чувствую уже хорошо. Понимаете? То есть работает продукт и работает быстро.
И как реабилитация, во время реабилитации иммунфит работает великолепно просто. И лучше, ну, я не знаю, можно найти или нет, лучше, чем этот продукт. Составляющая его просто необыкновенная. Кому интересно подробнее об этом продукте, можете поискать эфиры о вирусно-инфекционных заболеваниях на нашем сайте, и там подробно я рассказываю. Вот, поэтому вот этот продукт мне хотелось показать вам, напомнить о нем. Работает удивительно. И мы этим делимся только потому, что мы применяли это в момент заболевания, не используя ничего, кроме продукции Вивасан, только Вивасан. Да. Подопытные кролики, которые прекрасно вышли и прекрасно себя ощущают на данный момент. У нас есть еще здесь те, кто прошли этот... У вас все, Татьяна, или у вас еще есть? Я могу много говорить, но хватит. Марина, поделитесь, пожалуйста, что у вас было? Добрый вечер, друзья. Меня зовут Марина Малахова. И я хочу поделиться, да, своим опытом. Я тоже пережила этот вирус, причем пережила его таким довольно странным образом. Он началось с октября месяца, суставные мышечные боли, затем неприятные ощущения в почках, в сердце. Это все длилось до декабря, пока уже не пришло потеря обоняния. И только тогда я поняла, так у меня корона, и через 3 дня у мужа случилась потеря обоняния. Естественно, мы сдавали анализ, мазки, ничего не подтвердилось. Вот. И получается, что да, на тот момент, что у меня было, это эфирные масла, экстракт грейпфрутовой косточки, то, что я применяла для того, чтобы нейтрализовать именно вирусы. Тогда затем уже подключился артишок для того, чтобы исключить интоксикацию организма. Ну и вот, конечно же, я очень много внимания уделила. У меня очень сильный был гормональный сбой, потому что вот прям все признаки по гормональному тесту, прям высокие баллы были именно в теме гормонального сбоя. И здесь всего лишь 1 бутылка изофлавона сои стабилизировала мой гормональный фон. То есть когда я сидела после перенесенного заболевания, на 30 сантиметров от меня жар пылал, при этом у меня температура всего лишь 2 дня была в начале там, октября месяца, да, 2 дня, 37 температура и все. Но все это по нарастающей было, и даже непонятно было, что это по сути корона, да, вот. И 1 бутылка изофлавона сои, она все скомпенсировала, именно отрегулировала с гормональным фоном. Я набрала вес. Наверное, сейчас это очень многих беспокоит. У кого-то снижение веса, у кого-то увеличение веса. У меня за этот период плюс 10 килограмм. Представьте себе, что это такое. И да, я подключила программу снижения веса. С 18 февраля на сегодняшний день у меня уже минус 8 килограмм. Да, и дыхательные практики, все вкупе работает. На сегодняшний день, получается, в январе я составила по книге доктора, я не знаю, видно, наверное, не видно, да? Блин. У нас есть я покажу, Марина, я покажу. Вот такая да, книга. отлично, да, по этой книге я составила себе карту здоровья именно по всем своим проблемам. Отлично видно, Танечка. Вот, эта карта здоровья будет со мной на весь год, потому что суставы, мышцы, сердце, почки, все не так-то просто, да, восстановить. Это будет постепенное восстановление организма. Плюс есть у нас волшебный аппарат биопульсар рефлексограф, который позволяет нам в режиме реального времени, то есть здесь и сейчас, следить состояние своего организма и принять меры, что сейчас на сегодняшний день необходимо нашему организму для восстановления. Вот такие вот у меня результаты. Спасибо большое. Спасибо. Наталья, вы поделитесь, что у вас было? Так, это вопрос ко мне, да, я так понимаю? Так, ну да, я поделюсь. Я, наверное, заболела раньше, чем другие. Я заболела в начале августа. Но у меня было сложное, тяжелое течение, в связи с чем
до того, как я слегла, за неделю где-то до этого, я попала в сильнейшую грозу. То есть вот вечером у нас же тоже карантин был, и я занималась тем, что каждый день нахаживала там вечером минимум 10 тысяч шагов. И вот очередной раз там я ходила, не помню, это, может, последние дни были июля, и вдруг налетает гроза с громом, с молнией, с ветром, и проливной дождь, и я за минуту мокрая вот до нитки. И, как всегда, у нас транспорта нет, такси не вызвать, и домой там километр я шла по колено в воде. Дома я что-то там сделала, приняла душ, там что-то выпила горячее, там грейпфрут и все. И на этом закончилось. Следующие дни там где-то подчихиваю, где-то что-то меня подзнабливает. И я как-то, лето, жара, да, все нормально. В общем, честно говоря, несерьезно отнеслась. И, наверное, через неделю где-то до числа 7-го, наверное, где-то, да, получилось это так, 6-7 августа у меня 38 с лишним. Естественно, я там начинаю пить грейпфрут у меня дома. Я там капель по 15 2 раза в день, где-то так. И еще через день у меня уже 39 с лишним. И вот это началось. То есть головная боль дикая, встать невозможно, просто умираешь, себя в кучу собрать не можешь, зубы почистить не можешь, до ванны, туалета добраться не можешь, все тело болит, бешеная температура, обоняние при этом есть, вкус есть, вот если что-то там, да, там выпечь там чай с лимоном, еще что-то, я чувствую это все. То есть у меня не пропадало ни обоняние, ни осязание. Что еще? Да. И я не подключала ни антибиотики, ничего. Но если кто не в курсе, тогда я скажу, что у меня семья медиков, причем серьезных медиков. И мама там, кандидат наук, и все, давай, Наташа, пей антибиотики. Я сказала, мама, это не то, я не буду антибиотики пить, я их 100 лет как не пью и не буду. Грейпфрут мне пришлось, там мне из офиса доставили уже через неделю, там получили там бузина с грейпфрутом, и я уже через неделю только я стала пить, знаете, в каких дозах? 30 капель прямо капала в бузину 3 раза в день, по 30 капель, да, вес у меня был на тот момент, где-то килограмм 58, наверное, вот так. А я пила 90 капель в день, да, и вот 2 дня вот такой терапии, но я пила еще, скажем, там, я не помню, я пила гранат, то есть я не только это, я пила омегу, я пила нигенол, подключила, то есть я много чего, скажем так, через 2 дня я смогла по стеночке подняться, это были 10-е сутки, я поехала на такси, сделала КТ, КТ показала 25-30% поражения. То есть вот тот период, наверное, с неделю где-то, который я перенесла на ногах после этой грозы, я думаю, вот он оказал очень серьезное влияние на то, что вирус опустился в легкие. Я не стала делать ни ПЦР, то есть меня волновали именно легкие. Они бы на тот момент показали то, что реально, чем реально нужно заниматься, какая картина, какие проблемы с организмом. Проблемы серьезные, врачи сразу стали настаивать на госпитализации. Полдня я думала, и мне этого хватило, чтобы проанализировать и отказаться. То есть я пила много чего. Я пила чайное дерево, я пила зеленый чай, я пила гранат, я пила в бешеных дозах грейпфрут, я пила бузину, я подключила аглиократ. Уже я могла шевелиться, вставать хоть как-то. Я уже стала делать диафрагмальное дыхание, я перешла на щелочную пищу полностью, то есть кое-что я там исключила, что вообще никак. Я поняла, что я справлюсь, у меня не должно быть сгущения крови, то есть когда меня врачи предупреждали, что это большой риск, скорая может не успеть доехать, и что ты будешь делать, я говорю, у меня в принципе не должно быть сгущения крови, потому что я делаю вот это и вот это. Чуть позже, когда мне чуть-чуть получше стало, я, конечно, стала наносить смесь крема можжевельник,
с добавлением эфирных масел, эвкалипта в частности, вот купание среди лесов. То есть я промазывала тело в круговую, в спину, бока, то есть доступ к легким, да, вот все, где бронхи, легкие. Вот эти вещи я делала 3 раза в день. Я стала делать, уже могла ходить, передвигаться по дому, я стала делать ингаляции содовые с эфирными теми же маслами. Да, еще я подключила масло 33 травы, потому что знаю, что прекрасно работает по восстановлению сосудов, кровотоку, убирает быстро варикозы и так далее. Наталья, в Вот течение это я какого тоже периода подключила. вы И это 3 все раза в делаете? день я делала содовые ингаляции. У меня пытался пробиться Паша. Смотрите, Юля, я долго это делала, я сразу говорю, это долго. Все Ну, 2 заболевание у меня месяца. заняло вот такое, когда я стала выходить Шел на 2 улицу уже, месяца. это прошло 3 недели. Вот от начала до того, как я стала выходить на улицу, это 3 недели. То есть это вот острый такой, да, и последующий период. Это когда было, да, тяжело, и боли постепенно ушли, ломота в теле ушла, но хрипы я чувствовала. То есть когда я дышала, я чувствовала определенные зоны прямо в груди, где на вдохе у меня шел, ну, скажем, типа хрипа, что-то такое. То есть я уже и так, даже если КТ не подтвердила, я уже бы знала все равно, что с легкими не в порядке. Когда я стала выходить на улицу, я ходила понемножечку. Я могу сказать, была сильнейшая слабость. То есть 2 квартала пройдешь, ты весь мокрый, голова вся мокрая, волосы все мокрые, кожа мокрая. Слабость бешеная, просто бешеная. Тем не менее, я, значит, вот зарядки все эти, типа йоги, я потихонечку тоже стала дома, в домашних условиях, осторожненько все делать. Диафрагмальное дыхание постоянно до сих пор у меня. Щелочная диета у меня до сих пор. То есть я полностью пересмотрела свой образ жизни и питания. Что-то типа упаднического настроения было, но не депрессия. Ни релаксину, ни... Глетрат я еще пила, да, для сосудов. Ни релаксину, ни релакс я не пила, я спасалась эфирными маслами. Волосы выпадали, это сказать, что они выпадают, это ничего не сказать. Эта расческа была вот так вот, полная волос. Но волосы у меня на тот момент были вот такой длины, как бы я понимаю, что это тоже вот в общей массе. Но так как они выпадали у меня на тот период, это август, сентябрь, я никогда в жизни Я ничего не использовала для волос, мне нужно было восстановить свой организм. Единственное, что я, наверное, раз в неделю делала маски для волос с маслами. Это я делала, да, домашние просто масочки для волос, там на час-полтора, с добавлением эфирных масел, которые укрепляют. 33 травы я использовала тимьян, я использовала розмарин, вот, ну вот это в основном. Прекрасно все как бы помогало, да, но я понимала, что нужно работать изнутри. В сентябре я подключила заботу о клетке. Несколько месяцев подряд, то есть 3-4 месяца я пила Флорамакс по 15 дней, как бы каждый месяц с промежутками. Я пила периодически артишок, это само собой, да. Нигенол я долго пила, то есть чуть ли не полгода я пила нигенол 3 раза в день, это все понятно. Но я что хочу сказать, что никакой одышки у меня уже там в середине сентября, уже я спокойно ходила по многу, и ни одышки, ничего такого не было. Слабость ушла, сон наладился. Ну, сплю долго, да, я должна отметить, что даже вот на сегодняшний день я сплю все равно не меньше 8 часов, да. Если раньше там мне достаточно было там 6 часов, допустим, поспать, нет, 8 часов, иногда может быть и 9, это да. Вот, активность восстановлена, физических упражнений я делаю много, и все виды зарядок, я жарю диафрагмальное дыхание, все это... оно в теме до сих пор. Что вы делали? Ингаляции я делала долго. Да, я убирала последствия, конечно. В течение какого периода? То есть волосы вообще восстановление врачи пишут.
Мгм. Полгода. Я знала, что это будет при той форме, которая у меня протекала. Я знаю, что я буду восстанавливать, наверное, до года постепенно, да. То есть это касается печени, это касается почек, кишечника, там, это все понятно, да. Я знаю, что вирус оказывает серьезнейшее влияние на мозг, на концентрацию внимания, на память. Этого, слава богу, нет. Но я работаю со всеми маслами. Я работаю обязательно и с ладаном, и с лимоном. Великолепно работал эвкалипт. На эвкалипте я прекрасно засыпала, на купании среди лесов прекрасно засыпала. Ингаляции. У меня пробивался немного кашель, я его убрала за 3 дня без последствий, то есть ни мокроты, ничего, все чисто. Что я хочу сказать? У меня был фиброз, то есть я проверяла легкие в ноябре, в начале ноября, в самом начале ноября был фиброз. В декабре фиброза уже не было. Вот. Что вы использовали серьезно, при этом? Потому что это тоже довольно-таки частая проблема у многих после перенесенного ковида с поражением 25-30%. Я считаю, что очень помог нигенол 3 раза в день длительно. Очень помогает зеленый чай, помогает масло граната. Я 3 месяца подряд пила заботу о клетке, а это доказанные были результаты по ковиду в Европе, да, то есть Томас нам давал эти материалы. Вот эти вещи обязательно. Вот. Ну, я же говорю, что касается массажа, там я перестала, не массаж, а вернее нанесение эфирных масел, это я уже перестала как бы в таком объеме делать, не требовалось. Но вот эти вещи, которые изнутри, они способствовали устранению фиброза, я больше чем уверена. У нас есть несколько реальных примеров тех, у кого было поражение легких, пневмония, и они вышли без лекарственных средств. Да, абсолютно легко и без последствий. Еще Потому что у многих сейчас именно проблема фиброза, и у кого было поражение легких, они с помощью таблеток и лекарственных препаратов обычных не могут уйти от последствий. И у них сейчас очень много проблем. Еще я что хочу сказать. Перенесшие ковид, ну, там средний, да, у меня считалась средняя степень тяжести, значит, страдают нехваткой витамина D3, а он существенно влияет на работу, ну, практически всех систем организма. Я в течение нескольких месяцев, да, 3 месяцев точно, я пила омегу-3 форте в двойной дозировке. Вот. У меня было 3 месяца подряд иммунфит я не пила, но я пила потом чернику еще. Вот. То есть на самом деле у меня я пила где-то 5-7 препаратов ежемесячно в течение полугода. Но это здесь однозначно индивидуально каждому надо составлять программу, у кого чтобы в большей степени было поражено, потому что у кого-то центральная нервная система поражена до сих пор. Знаете, я что хочу, да, я что хочу сказать, я себя контролирую на биопульсаре еженедельно. Очень важно, я как бы и с Ольгой Владимировной нашей на связи, там, с другими нашими специалистами, с Лидией Шуниной, очень важно состояние головного мозга, как говорят, ресурсность организма, да, вот. И вот поначалу было интересно, мне пульсар показывал четко пневмонию. То есть я, уже выйдя из, как бы, да, состояния домашнего заточения, я проверяла себя на пульсаре, и он мне не показывал после перенесенной пневмонии, там, да, как обычно он бывает, показывает после перенесенного бронхита. Он мне четко выдавал первым словом, он мне показывал по легким пневмония. То есть она еще не была вылеченная за там 3 недели, 4 недели. Пневмония продолжалась. Вот и дальше я себя уже контролировала по пульсару. Я видела, какие изменения мне дают, но я видела нарушения. Не такие сильные, но они были. То есть вирус настолько... Я общалась со многими людьми, перенесшими ковид, и у всех все индивидуально.
У меня моя подруга перенесла весной, имея крепкий иммунитет до этого. Она после мая, вот когда она перенесла, она каждый месяц болеет какими-то респираторными заболеваниями. То есть иммунная система дала колоссальный сбой. Вот. Еще я знаю, что при этом курильщики, они как-то легче. То есть у курильщиков часто легкие не поражаются. Вот удивительно. Сами легкие не показывают пневмонии. Нет. Но зато мы видим почки, зато мы видим, сейчас я скажу, что щитовидная железа, вот, какие-то новообразования и так далее, да. То есть вот такие системы. И очень страдает центральная нервная система. Это практически у всех. Но это сейчас восстановить вообще Ну, вот можно. я говорю, я ни релаксину не пила, ни релакс не пила. Я выходила на эфирных маслах. Я настолько широко их использовала, что для... Да, там и все. Все равно нужно пересматривать образ жизни, систему питания обязательно. И это уже, чуть ли я не говорю пожизненно, имейте в виду, люди, что в принципе это полезно, это нужно, пересматривайте. Да. Да, все, спасибо большое, Наталья. Мы опять возвращаемся к тому, что биопульсар – это конкретно вот наша помощь. Меня слышно? Да, это я не вижу. Слышно? Спасибо. Да, слышно. Биопульсар помогает контролировать, поэтому биопульсар есть во многих городах. Вы можете заполнить анкету, и вам уже все подскажет, как восстановить свое здоровье, как сделать карту личного здоровья, чтобы полностью восстанавливать организм, и бесплатная помощь, общение, поддержка людей, которые уже перенесли, и врачей в том числе. Поэтому не забывайте о том, что вы можете заполнить анкету. Сейчас я вам еще раз покажу, где это. Вот здесь вы пишете под видео, но это старое, вы еще обновляете, на Vivasan.ru. То есть если вы смотрите вот здесь, Vivasan онлайн, вот вы видите, внизу заполняете фамилию, имя, отчество, номер телефона, если вы из России, +7 900 и так далее, электронную почту. Если вы из других стран, вы можете писать плюс и код вашей страны. Не забывайте, что можно восстановить полностью, и пройти это гораздо легче. Поэтому сейчас уже идет третья волна. Она уже идет, поэтому была первая, вторая, сейчас третья. Не переживайте насчет того, что можете заразиться. Просто с этим можно выйти легче гораздо, чем это проходит большая часть. Так, по обонянию мы уже, в принципе, проговорили. Это масло базилика. И у нас еще, смотрите, вариаций составления программы довольно-таки много, но изначально начинать, конечно, с снятия интоксикации. Это артишок, у нас есть такой сироп, это препараты швейцарского производства, качественные препараты, которые мы используем довольно-таки много и делимся именно поэтому, что на себе уже испытали действие всех этих прекрасных препаратов. Артишок, расторопший – это восстановление желудочно-кишечного тракта, чистка печени, вывод интоксикации, восстановление клеток печени с помощью расторопши. Вы, конечно, можете пить шрот расторопши. Там самое важное – это силимарин, который воздействует на восстановление клеток печени. Но только шрот расторопши вам нужно будет пить около 3 лет, а расторопшу 1 месяц. Поэтому выбор всегда есть. У нас есть еще новый препарат – артишок, холин, расторопша. Это дополнение. Флоромакс – это то, что наполняет микробиотой ваш кишечник, и забота о клетке. Вот забота о клетке, о ней тоже говорила сейчас Наталья Орешникова. И я еще хотела бы попросить Ирину, чтобы она поделилась о том, что было у нее и какие у нее впечатления о заботе о клетке, потому что это новый препарат, который многие уже начали использовать, и что они получили. Ирина, поделитесь, пожалуйста. Это у нас Ирина, Москва. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами я, Шатохина Ирина. И я сегодня тоже хочу поделиться своим опытом, да, и опытом применения нашей продукции. Также хочу сказать, что та продукция, о которой мы говорим, это БАДы, да,
Как везде пишут, БАД не является лекарством, проконсультируйтесь со специалистом. Что мы, в принципе, и предлагаем вам, да, получить консультацию, пройти биопульсар. Биопульсар – это новые правила сохранения здоровья, да. И я расскажу вам о своем опыте, да, заболела я в сентябре, у меня составлена личная карта здоровья, и я следую этому всегда, я занимаюсь профилактикой все время, и моя семья, да. И когда я почувствовала, что что-то произошло такое, что я вообще не могу понять, я позвонила Николаю Андреевичу, рассказала о своих симптомах, и он мне сказал: Ирина, я вас поздравляю, у вас ковид. Ирина, Мы кто составили... такой Николай Андреевич? Николай Андреевич – это наш ведущий специалист компании у нас. Вот книгу ты его показывала, она называется так классно «Окно в мир здоровья». Там составлено правильно, грамотно все назначения, да. И вот с этим доктором он сейчас во время пандемии консультировал офлайн. Сейчас он перешел на онлайн-режим, принимает он в Москве. Но если есть у вас желание, и вы хотите записаться к нему на консультацию, пожалуйста, тот человек, который вас пригласил, поможет вам в этом. Запишитесь на консультацию и получите грамотную консультацию специалиста нашей компании. И вот мы вместе с Николаем Андреевичем составили программу, то есть мы увеличили дозировок тех препаратов, которые я принимала до этого. Это был нигенол, потому что я все время его принимаю, и вся моя семья. Мы добавили экстракт грейпфруктовых косточек, мы добавили эфирные масла, которые у меня дома всегда практически есть. И вот уже когда я пошла немного на выздоровление, перенесла я, так скажем, вот сейчас слушаю девушек наших, да, и многих других, я перенесла в легкой форме. И мы добавили сразу же заботу о клетке. Вот заботу о клетке я пила, наверное, месяца 3. Чем хорош этот препарат? Это совершенно новый препарат. Это швейцарская разработка. Основное действующее вещество в этом препарате – спермидин, который в нашем организме происходит синтез, и это вещество превращается в спермин. Оказывается, что спермин запускает в организме процессы аутофагии, то есть запускает процесс самоочищения организма. То есть организм сам включает вот этот вот биохимический процесс, и происходит удаление из организма того, что ему не нужно, да, и при этом он еще получает дополнительную энергию. Вот это очень важно именно в процессе восстановления организма после перенесенного коронавируса. И я могу сказать, что тяжелых последствий у меня никаких не было, потому что мы все время были с Николаем Андреевичем на связи, я все время с ним консультировалась и, конечно, смотрела себя на своем биопульсаре. То есть, имея картину все время, да, я Николаю Андреевичу говорила, что у меня вот здесь вот так, сейчас это все можно переслать и по WhatsApp, и, то есть, вариантов сейчас очень много, вот, и мы с Николаем Андреевичем получили замечательные результаты вот именно по восстановлению. Ну, и потом, конечно, был иммунфит, вот, да, очень любимый нами препарат, потому что и внуки пьют это все. И вы знаете, я еще хочу сказать, что когда я была на восстановлении, мы купили прибор, который измеряет сатурацию кислорода в крови. И вот, измерив сатурацию, да, у меня было 89, 92. И мы с Николаем Андреевичем включили вот эту вот смесь. Она называется Дыши Респира. Вот это тоже эфирная композиция, которая была разработана именно вот в период пандемии. Что делает эта смесь? Она открывает альвеолы легких, да, и повышает сатурацию. И это мы видели, мы прямо делали и в офисе, и человек вот приходит, да, прибором измерили сатурацию, и сатурация увеличивается в разы. Так что мы можем порекомендовать вам, да? Записаться на консультацию, пройти тестирование на биопульсаре, познакомиться с нашей продукцией, и все будет просто замечательно. И окно в мир здоровья вам благополучно откроется. Всем здоровья! Да. Привет из Москвы! Спасибо.
У меня, кстати, сатурация была на 12-й день 99,9. Это я когда я уже смогла не ползти, а кое-как доехать до поликлиники, чтобы мне ее измерили. Вот там мне ее измерили, я узнала вот это. То есть я уже была спокойна. Я делала только рентген, у нас КТ просто нет в городе, поэтому, а ехать куда-то в другой город, ну как бы, когда ты понимаешь, что ты как инфицированный, тебя кто-то должен везти и заболеть, ну как бы меня вот это больше смущало, поэтому я КТ не делала. Но по рентгену уже было видно, что у меня нет ничего по поражению. Потому что при мне были анализы у людей, которым ставили пневмонию. У меня вообще не было ни кашля, ничего. И опять-таки вот грейпфрут – это то, что у нас у всех самое первое. Поэтому грейпфрут – это природный антибиотик. Это то, что не дает никаких последствий, потому что очень многих вы лечим одно, губим другое, да? И очень многих сейчас вопросы стоят в том, что выпить, чтобы не получить побочки от лекарств. Вот у нас такие вопросы вообще не стоят очень много лет, потому что если где-то что-то, у меня вот грейпфрут, у кого что настольное? У меня настольное это грейпфрут. Как только где-то что-то начинается, первое это грейпфрут, а потом уже дальше смотрим по состоянию. Юлечка, давайте уточним для людей, которые не посвящены в продукцию Vivasan, что это экстракт грейпфрутовой косточки, чтобы не путали с фруктом. С фруктом здесь однозначно, конечно, путать нельзя, потому что у нас это, да, это, спасибо, Марина, это экстракт грейпфрутовых косточек, это природный антибиотик, это концентрат, поэтому он разводится в воде. Это опять нужно проконсультироваться, как правильно его пить на ваш вес, когда, как и в каких пропорциях. Поэтому самостоятельно для чего необходим консультант, для чего мы говорим про, опять-таки, анкеты, которые можно, заявки, которые можно оставить, чтобы вас проконсультировали, как правильно восстанавливать свое здоровье. Потому что большая часть приходит в аптеку, проконсультировались, набрали всего и пошли самостоятельно лечиться. Это не тот путь, который приведет вас к здоровому восстановлению. Потому что здоровье все-таки у нас одно, тело у нас одно, поэтому давайте о нем все-таки заботиться, как о своем родном. Итак, почему мы говорим о гарантии восстановления организма? Это нам дает гарантия производства в Швейцарии. Если вы знаете Швейцарию, то это гарантия качества. Это сертификация GMP и ISO. 6 швейцарских заводов, которые сертифицированы GMP. 25 лет легально работает компания Vivasan. Официально работает компания, представлена более чем в 35 странах. Только натуральная продукция, без ГМО, без добавок, без продуктов животного происхождения. Тысячи довольных клиентов, которые уже получили результаты по многим проблемам. Не имеет значения, в какой вы стране проживаете, вы заполняете анкету, и мы вам подскажем и сделаем все возможное для вас. И будьте здоровы, восстанавливайтесь после ковида, заполняйте заявку. Я вам сейчас еще раз покажу, где и как. И спасибо, что вы были с нами и доверяете нам. И вот она заявочка. Оставляйте ваш телефон, фамилия, имя, отчество, электронную почту. И с вами свяжется в течение 1 дня специалист и проконсультирует, расскажет вам все, что необходимо. Если у вас остались вопросы, пишите их. Мы в следующем эфире или письменно вам все равно кто-то ответит на них. Спасибо большое, что были с нами. Юль, подождите секундочку, еще отвечу на вопрос. Здесь вопрос у нас. Да. Угу. Сколько капель на флакон спрея? Это я понимаю об аппликациях на голову. Спрей там 100 мл, капель от 40-45 в общей сложности. Еще одно масло очень хорошо туда добавлять. Это эфирное масло мято-перечное, потому что при любых вирусных инфекционных заболеваниях головная боль бывает часто. И эфирное масло мяты очень хорошо снимает спазм, убирает боль. Вот мяту туда тоже хорошо добавлять.
Но вообще все композиции нужно делать чисто, составлять чисто индивидуально. Мы даже детям составляли композиции 8-9 лет с очень сильными головными болями, без вирусных инфекционных заболеваний, там другие проблемы. Эфирные масла хорошо работают, очень хорошо работают. Есть у нас еще какие-то вопросы? В чате нет. Угу. Тут тоже вот пишут, грейпфрутовые косточки тоже всегда на столе. Татьяна Юсова, спасибо. Приверженцы Вивасана, таких очень много в разных городах, поэтому будьте здоровы. Если у вас есть вопросы, пишите, мы всегда на них ответим. И приходите к нам, мы будем рады, чтобы вы были в наших рядах. Все, всем до свидания. До свидания. Всего хорошего, до свидания, хорошего вечера. До свидания.